Граждане этой страны в последние годы считаются одними из самых богатых в мире. Здесь нет налогов, высокая зарплата и жаркий климат. И, конечно же, я говорю о такой стране, как Катар. Как маленькая отсталая страна за несколько лет добилась впечатляющих успехов и стала амбициозным игроком на глобальном рынке. Сегодня в этом видео я расскажу вам историю Катара и его интересные факты. Меня зовут Лиза, всем приятного просмотра. Катар до начала 1970-х годов никогда не был самостоятельным государством. Этот пустынный полуостров всегда входил в состав крупных стран, которые имели там свои интересы. А население в государстве исчислялось несколькими десятками тысяч человек, и им порой приходилось нелегко. По всей стране не было постоянных источников пресной воды, а ведение сельского хозяйства было практически невозможным. Ведь как вести хозяйство, если вы живете на пустыне? Традиционным промыслом местных жителей была рыбная ловля и добыча жемчуга. Собственно, жемчуг и был единственным ресурсом Катара, который представлял интерес. После окончания Первой мировой войны королевская семья Аль-Тани стала обладать всей полнотой власти внутри страны, а англичанам перепоручили все международные дела, включая военную защиту Катара. В начале 70-х, когда встал вопрос о независимости Катара, эмиры Аль-Тани пошли своим путем, у которого был единственный существенный недостаток – это то, что страна полностью была зависима от Саудовской Аравии. Но они посчитали это не проблемой. Обретение Катаром независимости совпало с бумом нефтяных цен на мировом рынке. И в 60-70-х годах в Катаре обнаружили месторождения нефти и газа. Грамотное освоение этих месторождений позволило получать государству миллиарды долларов в год. Решающую роль в экономическом успехе сыграл тогдашний эмир Катара. Деньги были не украдены на роскошь, а полностью вложены в дальнейшее развитие страны. Династия Аль-Тани полностью выкупила все права на все месторождения нефти, и тогда была создана Генеральная нефтяная корпорация Катара. И после этого в страну потекли сотни миллиардов долларов в год. 1971 год. Катар впервые за свою 4000-летнюю историю становится независимым государством и на карте мира появляется как самостоятельная страна. Сегодня Катару как государству всего 54 года. 5 июня 2017 года почти все соседи Катара объявили о полном разрыве дипломатических отношений со страной. Причиной стало то, что правительство Катара обвинили в том, что они поддерживают запрещенные террористические группировки. Были введены не просто санкции, а полная блокада. Эти страны закрыли все свои границы для транзита всех грузов в Катар, закрыли даже воздушное пространство. Естественно, внутри страны после объявления полной блокады была паника. Экономика страны могла просто рухнуть. Активная фаза кризиса длилась около года. Но в итоге экономика Катара не пошатнулась ни на грамм. И Катар выдержал давление, которое на него оказывали. Миллиарды долларов от нефти и газа помогли закрыть дефицит всех товаров внутреннего потребления. Местное население на себе катарский кризис 2017 года почти не почувствовало. Спустя год кризис начал утихать, а в 2021 году, спустя 4 года, был подписан договор о примирении со всеми странами. Развитая экономика позитивно влияет на все сферы жизни – медицину, образование, национальную безопасность. Вот, например, в Катаре уровень преступности один из самых низких в мире. Здесь бесплатная медицина и образование. Благодаря высоким зарплатам жители могут воплотить в жизни любые идеи. Правда, воспользоваться благами цивилизации сполна могут только коренные катарцы и лица, получившие гражданство. Чтобы стать гражданином этой страны, необходимо совершить инвестицию на сумму $3 миллиона.
а женщине дополнительно можно выйти замуж за катарца. Кстати, обратная ситуация, когда мужчина-иностранец женится на катарке, не является условием для приобретения гражданства. Также, чтобы получить гражданство Катара, нужно тут прожить минимум 25 лет. Катар совсем ничего не производит из пищевых продуктов. Большинство ввозится из Объединенных Арабских Эмиратов или Саудовской Аравии. Также в стране официально запрещен алкоголь. Ну что ж, на этом мое видео подошло к концу. Напишите в комментарии, были ли вы в Катаре и какие интересные факты еще вы знаете про эту страну. А также не забывайте подписываться на мой канал и ставить кнопку в топ. С вами была Лиза. Всем пока!